Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, господа! Конечно же, несколько слов хотелось бы сказать вот о чем. Это короткое видео, которое я записал одноминутное, оно вызвало шквал где-то комментариев и вопросов и так далее. А вообще, о чем я хотел сказать и что это был за посыл мой. Очень часто человек, который живет в повседневной жизни, не понимает того, что он общается с силами, которые должны перевести этого человека в другой мир или в мир служителей зла. Это происходит в тот момент, когда человек начинает обижаться. Давайте теперь представим маленького ребенка. Допустим, маленький ребенок, который только родился. Этот маленький ребенок, он же плачет, он же кричит в случае, если ему дискомфортно. И мама приходит к нему. Она приходит к нему, потому что она хочет заботиться об этом ребенке. И она ему не высказывает, сколько можно какать в пеленку. Да что же это такое творится? Как ты позволяешь себе кричать и так далее. А теперь давайте перенесемся в наш современный мир. Вы приехали домой, у вас есть человек, которого вы любите. Это единственное, ради чего вы с ним живете. И этот человек начинает высказывать что-либо по отношению к вам, и делает он это громко. То есть он начинает говорить: да сколько можно, ты меня задолбала, или там ты меня замучил, ты ничего не зарабатываешь и так далее. Что вы должны сделать? Вот когда такое влияние происходит, вы должны знать: вас склоняют к тому, чтобы вы перешли на темную сторону, чтобы вы были человеком, который будет ненавидеть этого человека. Что вам необходимо сделать? Произнесите себе следующие слова. Скажите себе: меня это не касается. Я ни при чем. Только про себя скажите. После этого скажите про себя: я все равно люблю этого человека. И вот такое состояние, вот такое прощение, оно мгновенно уберет у вас желание дальше обижаться. Можете сказать этому человеку: я же все равно тебя люблю. Ведь этот человек, как маленький ребенок, просто требует внимания, просто требует любви. Будь то женщина или мужчина. Когда это происходит во внешнем мире, то когда кто-то говорит о вас плохо, когда кто-то говорит что-то, знайте, это всего лишь ангел. Ангел – это существо, которое при жизни выбрало для себя путь грехопадения, фактически является ангелом сатаны. То есть люди, которые переходят вот такое состояние, для них их путь – это путь, который связан с тем, чтобы как можно больше вокруг себя создать негатива. То есть к чему они призывают, такие люди? Руганью, критикой, ненавистью. Они призывают окружающих людей ненавидеть друг друга, фактически призывая окружающий мир к тому, чтобы была война, к тому, чтобы семьи разрушались, к тому, чтобы это происходило. Произносите себе слова, когда кто-то по отношению к вам плохо относится, или когда извне кто-то влияет на вас. Скажите: я ни при чем, я верю в Бога. С этого момента Бог будет помогать разбираться с этим человеком, а не вы. Потому что вера в Бога позволяет нам быть теми людьми, которые могут перенести ответственность. Не ненавидеть самим и не уподобляться таким существам, а перенести ответственность и дать эту ответственность в руки тому существу, которое имеет большее влияние и больше сил. Когда человек, допустим, живя в повседневной жизни, начинает думать о том, что вот ему хотелось бы загулять или ему хотелось бы напиться, произносите в этот момент такие слова: я ни при чем. Я этого не сделаю, потому что я люблю свою семью. А живу я не сделаю, посвящая это своей семье. И вас будет отпускать, семьи будут процветать. Люди будут становиться более целостными, и мир будет становиться лучше. Я за милосердие и любовь. Но не подчиняйтесь, не поддавайтесь вот таким существам. Также таким людям, которые пишут гадости на моем канале, я хочу сказать, что мне все равно. Я не буду удалять вас и не буду блокировать. Мне все равно. Вы служите своим силам, я служу своим. Мне для того, чтобы стать чище, достаточно просто умыться и искупаться. А вам для того, чтобы быть чистым, нужно будет обратиться рано или поздно к своей душе через элементы боли, страдания, разочарования и так далее. Не сейте тьму, будьте людьми света. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Хорошего
Всем дня.